Глава 2056. Мирянин Футянь. Обдумав все эти вопросы, Хань Ли слабо вздохнул, а затем указал пальцем на Джу Гуэр. Шар лазурного света был выброшен перед тем, как мгновенно исчезнуть в ее теле. Ее веки затрепетали, прежде чем она медленно очнулась. Однако, как только она вспомнила, как потеряла сознание, тут же села с мрачным выражением лица. «Вы допросили мою душу?» — спросила она, глядя на Хань Ли. «Если бы я этого не сделал, как бы я нашел нужную мне информацию? Будь уверена, я получил только ту часть информации, которая меня интересует, и я не причинил вреда твоей душе во время процесса. Для меня было большим сюрпризом узнать, что ты из малого духовного неба, а не из царства духов», — спокойно сказал Хань Ли. Джу Гуэр прикусила нижнюю губу, услышав упоминание о малом духовном небе, и ничего не сказала. «Я уже наложил ограничения на твое тело, так что пока действуй как моя служанка здесь, в городе ночных иллюзий. Если ты будешь служить мне хорошо, я могу подумать об освобождении тебя, когда покину город. Ты можешь пойти и найти комнату, чтобы отдохнуть сейчас. Не приходи ко мне, если это не важное дело. Кроме того, с этого момента ты должна начать называть меня господином», — небрежно продолжил Хань Ли. «Да, господин, теперь я ухожу», — Джу Гуэр могла только ответить смиренным голосом, прежде чем сделать реверанс в сторону Хань Ли, а затем она послушно ушла. Она прекрасно понимала, что было бы бесполезно и глупо пытаться сопротивляться дьявольскому лорду стадии интеграции тела. Однако, судя по ее удрученному выражению лица, было ясно, что она не очень надеялась, что Хань Ли выполнит свое обещание. После ухода Джу Гуэр Хань Ли посмотрел в потолок и снова погрузился в свои мысли. В следующие 3 дня Хань Ли оставался на верхнем уровне павильона, чтобы медитировать, и никуда больше не ходил. Однако на 4-й день к нему кто-то пришел. Повелитель семьи Джао прислал гонца? Спросил Хань Ли, приподняв бровь. Джу Гуэр ответила. «Да, господин. Старейшина семьи Джао только что передал сообщение и настоял на том, чтобы я передала его вам. Дай мне взглянуть». Глаза Хань Ли слегка сузились, когда он сделал хватательное движение, чтобы взять письмо в свои руки, а затем осторожно открыл его. Шар золотого света немедленно вырвался из букв, прежде чем превратиться в проекцию изящного и утонченного мужчины средних лет. У мужчины были черные чешуйки в уголках глаз и пара золотых зрачков. Это был никто иной, как глава семьи Джао. Проекция сложила кулаки в знак приветствия Хань Ли, а затем вежливо сообщила 2 вещи. Во-первых, он услышал от лавочника Хуана из башни Мириад рабов о прибытии Хань Ли, и он хотел подружиться с Хань Ли, прямо заявив, что семья Джао не будет держать на него зла из-за простого раба. Во-вторых, через месяц семья Джао собиралась провести церемонию поклонения своим предкам, и он приглашал Хань Ли присутствовать в качестве гостя. После этого проекция еще раз отсалютовала Хань Ли, прежде чем исчезнуть в небытии, оставив только буквы на листе. Хань Ли посмотрел на письмо и обнаружил, что оно было покрыто черными дьявольскими символами с мерцающим золотым символом «Жао» в центре. Он бесстрастно потер руки, и из него вырвался шар серебряного пламени, который мгновенно испепелил письмо. «Когда семья Джао пошлет кого-то за ответом от меня, скажите им, что я принимаю их приглашение», — проинструктировал Хань Ли. «Да, мастер», — ответила Джу Гуэр перед тем, как уйти. Хань Ли снова закрыл глаза и продолжил медитировать. К его удивлению, на следующий день его снова посетила Джу Гуэр, которая сообщила ему, что к нему пришла женщина по фамилии Бай. Хань Ли сразу догадался, что это, скорее всего, Бай Юньсинь. Казалось, семья Бай все-таки осознала его статус дьявольского лорда. В противном случае она не стремилась бы нанести ему этот визит. Несмотря на это, Хань Ли не собирался отворачиваться. Таким образом, он приказал Джу Гуэр отвезти ее в холл на 1-м этаже, и только через некоторое время неторопливо спустился с верхнего этажа. Как только он прибыл в холл на 1-м этаже, он обнаружил, что это действительно была Бай Юньсинь, которая пришла навестить его, и улыбка появилась на его лице, когда он сказал: «Приветствую, фея Бай. Пожалуйста, прости меня за мое опоздание». Хань Ли выпустил свою ауру стадии интеграции тела, не пытаясь скрыть ее, пока говорил. Бай Юньсинь направила свое духовное чувство к Хань Ли, после чего она немедленно встала со своего места, прежде чем поспешно сделать реверанс. «Я не знал, что вы дьявольский лорд, старший Хань. Пожалуйста, простите меня за любое оскорбление, которое я могла вам причинить. Ты этого не знала, так что ты не виновата. Я замаскировал свою ауру именно потому, что боялся, что ты будешь слишком жесткой и сдержанной, если узнаешь правду», — усмехнулся Хань Ли, жестом предлагая Бай Юньсинь сесть. Услышав это, сердце Бай Юньсинь немного успокоилось, но она все еще не осмеливалась сесть, осторожно выражая слова благодарности Хань Ли. Хань Ли не стал больше форсировать этот вопрос и позволил ей остаться стоять, когда он спросил:
Вы пришли сюда не только для того, чтобы извиниться, не так ли, уважаемая Даос Бай? Действительно, старший. Я уже сообщила старшему футяню о вашем прибытии в город, и меня послали сюда, чтобы передать вам приглашение от имени старшего футяня, ответила Бай Юнсинь. Понятно. В таком случае я был бы более чем счастлив встретиться с коллегой Даосом Футянем. Пожалуйста, ведите меня вперед, уважаемая Даос Бай, кивнул Ханьли. Бай Юнсинь была в восторге, услышав это, и сразу же дала утвердительный ответ. Хань Ли приказал Джу Гоэр оставаться в павильоне, а сам вышел из комнаты вслед за Бай Юнсинь. Когда они подошли к массивному входу, там уже была гигантская повозка, запряженная 8 единорогами. Из верхней части кареты торчало фиолетовое знамя с чернильно-черным символом «Бай», и было ясно, что это была карета, которую семья Бай зарезервировала для уважаемых гостей. По обеим сторонам кареты сидело 16 охранников в черных доспехах верхом на двухголовых гигантских скакунах-волках, все они также были одеты в черные доспехи. У каждого охранника за спиной было по 2 огромных меча, и все они находились на стадии преображения в божества. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он взглянул на этих бронированных охранников, и Бай Юнсинь улыбнулась, представив. Эти стражи зловещего тигра — элитные охранники, обученные нашей семьей Бай. Все они более 100 лет жили на равнинах и убили бесчисленное количество дьявольских зверей. Что вы об этом думаете, старший Хань? Кажется, они не менее сильны, чем элитные охранники крупных городов, кивнул Ханьли, прежде чем пройти в карету, где он сел и закрыл глаза. Бай Юнсинь, естественно, не осмелилась задавать больше вопросов и тоже села в карету, прежде чем отдать приказ. Повозка немедленно отправилась в путь, а стражи зловещего тигра последовали за ней недалеко от бортов. Все обычные дьявольские существа на улицах тут же расступились перед каретой и бронированными охранниками с благоговейным и завистливым взглядом в глазах. Таким образом, карета мчалась беспрепятственно и через несколько часов наконец остановилась перед крепостью в черте города. Хань Ли вышел из кареты, и в его глазах мелькнул намек на удивление, когда он бросил взгляд на крепость. Естественно, это было место, где располагалась семья Бай. Мало того, что вся крепость была полностью бесшовной, ее стены были гладкими, как нефрит, практически без каких-либо зазоров. Кроме того, материал, использованный для стен, не был ни металлическим, ни нефритовым по своей природе. Хань Ли не мог точно определить, что это было, даже с его обширными знаниями и опытом. Судя по угрожающей ауре, исходящей от крепости, она была явно нагружена ограничениями и определенно не так проста, как кажется. Прямо перед крепостью были гигантские ворота высотой более 1000 футов, и на каждом из них было несколько десятков статуй дьявольских зверей разных размеров, образующих длинную цепь. Все статуи были тусклыми и черными, но очень похожими на живые, а перед воротами без всякого выражения стояли 8 дьявольских существ в желтых одеждах. Под руководством Бай Юнсинь Хань Ли прошел через ворота мимо слегка сбитых с толку дьявольских существ в желтых одеждах, и примерно через 15 минут он уже сидел на фиолетовом стуле в холле с устаревшим декором и потягивал чай из серебряной чашки. Из чаши исходил тончайший аромат, а в стороне стояли 4 невероятно красивые дьявольские служанки в чрезвычайно уважительной манере. Бай Юнсинь в настоящее время нигде не было видно, и в зале царила абсолютная тишина. Но вскоре раздались нежные шаги, и в комнату грациозно вошел человек. Он повернулся к Хань Ли со слабой улыбкой и сказал: «Я мирянин Футянь. Приятно видеть вас в нашей семье Бай, уважаемый Даос Хань». «Вы мирянин Футянь?» — спросил Хань Ли, слегка ошарашенный. Вошедшая была высокой и стройной женщиной с фиолетовыми волосами. На вид ей было лет 20, она имела короткий белый рог на лбу. У нее был изящный нрав, и она оценивала Хань Ли со слабой улыбкой. Появление этого мирянина Футяна действительно стало неожиданностью для Хань Ли. «Разве вы не знали, что я женщина, уважаемый Даос Хань?» Усмехнулась женщина. Действительно, коллега Даос Бай Юнсинь не говорила мне об этом. «Пожалуйста, простите меня за мою грубость», — сказал Хань Ли, сложив кулак в знак приветствия женщине, и выражение его лица сразу же вернулось к нормальному, но в его глазах все еще был намек на шок. «Все в порядке, это не первый раз, когда это происходит со мной». В конце концов, титул мирянина Футяня весьма склонен вызывать недоразумение. Просто все прошлые патриархи нашей семьи Бай упоминались как таковые, так что было бы неправильно с моей стороны менять название, с улыбкой объяснила женщина. Глава 2057. Проблемы. Хань Ли был весьма просветлен, услышав это. Действительно, были некоторые семьи, в которых определенные титулы передавались по наследству для улучшения сплоченности и как часть наследия. Это может показаться немного уловкой, но на самом деле в некоторых случаях это было довольно эффективно. Фиолетоволосая женщина села напротив Хань Ли, затем махнула рукой, чтобы отпустить слуг из комнаты, и все они послушно удалились, убедившись, что закрыли за собой дверь.
Женщина на короткое время окинула своим духовным чутьем тело Хань Ли и сказала: «Я слышала от своей младшей, что вы мало показываетесь на публике. Неудивительно, что я никогда о вас не слышала. Вы очень искусны в своем дьявольском искусстве. Вы, должно быть, уже давно стали дьявольским лордом, верно? Даже я не могу точно определить вашу базу совершенствования. Я совершенствуюсь в даобойне, поэтому я всегда совершенствуюсь на равнинах, где много дьявольских тварей, и в результате я мало общаюсь с другими. Что касается времени, которое я провел в качестве дьявольского лорда, боюсь, вы ошибаетесь. Я стал дьявольским лордом всего несколько столетий назад. Единственная причина, по которой вы не можете установить точную базу моего совершенствования, заключается в том, что я культивировал особую секретную технику, ответил Хань Ли с улыбкой. В то же время он также направил свое духовное чувство к мирянке Футянь, только чтобы обнаружить, что ее основа совершенствования также была для него совершенно непостижимой. Было ясно, что у этой женщины либо было сокровище, скрывающее ауру, либо она развела способность такого рода. С нынешним уровнем силы Ханли, конечно, не было никого из той же базы совершенствования, кто мог бы обладать непостижимой для него магической силой, так что это не было для него проблемой. Услышав это, сердце женщины слегка дрогнуло, а на лице появился едва уловимый намек на восторг. Да, бойня. Я не часто соприкасалась с дьявольскими искусствами такого рода. Но я знаю, что все даосы, которые совершенствуются в даобойне, обладают боевой доблестью, которая намного превосходит других с той же базой совершенствования. Дьявольские искусства даобойни действительно очень сильны, но их также очень трудно культивировать. Я знаю, что не смогу преодолеть свое нынешнее узкое место с помощью культивирования и убийства дьявольских зверей в одиночку. Именно поэтому я решил выйти из уединения, объяснил Ханли. Слова Ханли, казалось, нашли отклик у женщины с фиолетовыми волосами, и она вздохнула, соглашаясь. Я не совершенствуюсь в даобойне, но я также застряла в своем нынешнем узком месте более 1000 лет назад. Это произошло после того, как я стала дьявольским лордом. Это очень трудная задача, и удача часто играет большую роль. Ханли кивнул, прежде чем внезапно сменить тему. Я слышал, что пустыня Воя Иллюзий является известной запретной зоной в нашем священном царстве, и я планировал отдохнуть в этом городе несколько дней, прежде чем отправиться в пустыню, чтобы продолжить свое совершенствование. Если я смогу найти там какие-нибудь возможности, то это, естественно, было бы идеально. Наша семья Бай не совсем мощная, но у нас есть некоторое влияние в этих краях, и мы довольно много знаем о пустыне Воя Иллюзий. Если вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь, скажите мне. Мы удовлетворим ваши потребности как можно лучше, сказала женщина с фиолетовыми волосами. В таком случае мне действительно есть что спросить у вашей семьи Бай, сказал Ханли с улыбкой. А, слушаю вас, уважаемый даос. Пока это что-то в пределах возможностей нашей семьи Бай, я определенно не откажу вам, ответила женщина. Я слышал, что любое существо, вошедшее в пустыню Воя Иллюзий, будет лишено возможности использовать какие-либо техники передвижения, и что единственный способ пройти через пустыню — это пройти пешком, что займет от 50 до 60 лет. Я намерен совершенствоваться в пустыне Воя Иллюзий некоторое время, но я не хочу проводить там так много времени. Поэтому я планировал купить восьминовую дьявольскую ящерицу у вашей семьи Бай в качестве скакуна. Не могли бы вы продать мне одну? Прямо спросил Ханли. По правде говоря, Юнер уже говорила мне об этом ранее, вздохнула женщина с фиолетовыми волосами, услышав это. «Это трудное дело для вас?» — спросил Ханли, его глаза слегка сузились. «Позвольте мне сказать так, если бы кто-нибудь, кроме дьявольского лорда, такого как вы, сказал бы мне об этом, его, возможно, уже выгнали бы», — ответила женщина. «Я слышал, что восьминогие дьявольские ящерицы чрезвычайно важны для всех основных семей в городе и что их продажа строго запрещена. Не могли бы вы объяснить мне, почему это так?» — спросил Ханли, поглаживая свой подбородок. «Конечно», — ответила женщина после короткой паузы, «восьминогие дьявольские ящерицы очень ценны. Их дьявольские ядра, кости и даже кровь и плоть можно использовать для усовершенствования чрезвычайно редкой пилюли улучшения ЦИ. Но одного этого недостаточно для того, чтобы наши основные семьи так высоко ценили ящериц. Я уверена, вы знаете, что город ночных иллюзий смог существовать здесь только благодаря шахтам и духовным лекарствам, которые можно здесь найти. Продажи этих товаров приносят городу большую годовую прибыль, которой достаточно, чтобы покрыть расходы наших основных семей. Однако город был основан здесь десятки тысяч лет назад, а близлежащие шахты и лекарственные угодья уже полностью истощены. Таким образом, все специальные местные продукты, которые мы сейчас производим, добываются из глубины пустыни Воя Иллюзий.
Несмотря на то, что в пустыне таких предметов достаточно, восьминогие дьявольские ящерицы необходимы для того, чтобы их быстро и безопасно доставили обратно в город, иначе со всеми опасностями, присутствующими в пустыне, было бы практически невозможно вернуться пешком. В конце концов, пустыня — известная во всем Святом Королевстве запретная зона, и обычному человеку очень трудно войти и выйти из нее по своему желанию. Точно так же ящерицы жизненно важны для наших основных семей из-за их способности пересекать пустыню, а меньшее количество ящериц означало бы меньшую годовую прибыль для наших семей. «Я уверена, вы понимаете, почему мы так не хотим сейчас с ними расставаться», — объяснила женщина. Брови Хань Ли также слегка нахмурились, услышав это. Это сделало его путешествие довольно хлопотным. Процветание этих семей зависело от этих восьминогих дьявольских ящериц, поэтому ему было бы очень трудно найти их обычными способами. Когда эти мысли появились в его голове, Хань Ли рефлекторно взглянул на женщину и обнаружил, что, похоже, она хотела что-то сказать, и на его лице сразу же появилась слабая улыбка. «Уважаемая Даос Футянь, вы не отказали мне сразу, так что должны быть какие-то возможности для переговоров. Как насчет того, чтобы вы сказали мне, что я должен сделать, чтобы вы продали мне восьминовую дьявольскую ящерицу? Хочу вас уверить, что цена здесь не проблема. Вы меня понимаете». Услышав это, женщина с фиолетовыми волосами слегка запнулась, прежде чем усмехнуться. «Кажется, вы очень опытный наблюдатель, уважаемый Даос». Хань Ли просто молчал и ждал ответа. Услышав это, улыбка женщины исчезла, и после короткой паузы она продолжила. «Если бы вы пришли 3 года назад, то наша семья Бай ни за что не продала бы вам восьминовую дьявольскую ящерицу. Но теперь есть возможность для переговоров. Наша семья Бай столкнулась с некоторыми проблемами, и нам нужен кто-то с вашими способностями, чтобы помочь нам. А я уверен, что вы не единственный дьявольский лорд в своей семье Бай. Какие проблемы могут поставить вас в тупик?» — спросил Ханли, выражение его лица слегка изменилось. По правде говоря, проблема заключается в чрезвычайно важной шахте в пустыне Воя иллюзий, которая принадлежит нашей семье Бай. Несколько лет назад она была захвачена дьявольским зверем уровня дьявольского лорда. Зверь чрезвычайно силен, и наша семья Бай не смогла выселить его, поэтому мы могли только нанять других союзников, чтобы помочь нам. Если вы можете оказать нам свою помощь, у нас будет гораздо больше шансов. Если мы добьемся успеха, я смогу дать вам восьминовую дьявольскую ящерицу в качестве отплаты», — ответила женщина с кривой усмешкой. «Сколько союзников уровня дьявольского лорда вы уже завербовали?» — спросил Хань Ли после короткой паузы. «Я уже пригласила 2. Помимо меня и еще одного великого старейшины нашей семьи Бай, у нас пока есть в общей сложности 4 дьявольских лорда», — ответила женщина. Глава 2058. Заветное зеркало Инь. Что за дьявольский зверь может представлять угрозу для 4 дьявольских лордов? Спросил Ханли, слегка нахмурив брови. Это довольно неловкая история для меня, чтобы рассказать, но однажды я столкнулась со зверем в битве. Однако я не смогла разглядеть его точный вид. Он все время был окутан шаром зеленого пламени, поэтому я могла видеть лишь его грубые очертания. Мне кажется, что это что-то похожее и на носорога, и на корову. Зверь обладает мощными способностями огненных атрибутов, которые могут буквально таять в пространстве, и я чуть не была убита им после того, как была застигнута врасплох, серьезно сказала женщина с фиолетовыми волосами. Способности с огненными атрибутами. Это действительно довольно хлопотно. Когда огненные атрибуты культивируются до крайности, то они гораздо более разрушительны, чем способности с другими атрибутами. «Неудивительно, что вы попали в такую опасную ситуацию, вступая против него», — сказал Ханли. «Не нужно пытаться льстить мне, брат Хань. Даже если бы этот дьявольский зверь не обладал способностями огненных атрибутов, его силы все равно были бы намного выше моих. Он очень силен и опасен. Так что у нас будет шанс только после того, как мы завербуем как можно больше могущественных союзников», — сказала женщина с кривой улыбкой. «Его сила сравнима с дьявольским лордом на поздней стадии. Неудивительно, что вы так осторожны. Каковы, по вашему мнению, наши шансы на успех? И каковы шансы умереть?» — мрачно спросил Ханли. Естественно, такого дьявольского зверя почти невозможно убить. Но если мы хотим только ранить его и прогнать, то наши шансы на успех должны быть примерно 70%. С вашим участием, я думаю, эта вероятность будет увеличена до 90%, тут же ответила женщина. «Хе-хе, кажется, вы очень уверены во мне», — усмехнулся Ханли. Фиолетоволосая женщина увидела, что Ханли не убежден, и поспешно объяснила. «Это потому, что 2 союзника, которых мы завербовали, не менее сильны, чем я. Один из них культивирует ледяные силы, а другой обладает сокровищем с экстремальным инь-атрибутом. В
противном случае я бы не осмелилась быть такой оптимистичной. Если даже после всего этого мы потерпим неудачу, то, возможно, нам просто придется отказаться от этой шахты. Хань Ли кивнул с просветленным выражением лица, прежде чем продолжить. Я вижу, это действительно оправдывает вашу уверенность. Однако есть еще одна вещь, которую я хотел бы, чтобы вы мне объяснили. «Слушаю вас, брат Хань», — с улыбкой сказала фиолетоволосая женщина. Дьявольский зверь с таким уровнем силы должен был уже достичь довольно высокого уровня интеллекта. Почему он захватил шахту вашей семьи? Кроме того, ваша семья Бай, кажется, очень высоко ценит эту шахту. Могу я спросить, какой драгоценный материал добывается на руднике? Спокойно спросил Хань Ли. Шахта добывает камни огненного облака высочайшего качества. Шахта не только очень велика по размеру, запас камней огненного облака в ней чрезвычайно велик, поэтому он может приносить доход нашей семье Бай в течение многих тысяч лет, объяснила женщина. Камни огненного облака? Ясно, тогда этот дьявольский зверь, должно быть, пытался поглотить ци истинного огня всей шахты, чтобы усилить свое развитие, сказал Хань Ли с просветленным кивком. Действительно. Только некоторые особые типы дьявольских зверей обладают врожденной способностью пожирать ци истинного огня внутри такой шахты. Мы опасаемся, что шахта от этого может внезапно сдетонировать. Вот почему мы пытаемся вернуть ее как можно скорее. В противном случае, как только произойдет детонация, будет потеряно слишком много ци истинного огня. И тогда ценность шахты значительно упадет. Если вы готовы помочь нам, наша семья Бай готова предложить вам восьминовую дьявольскую ящерицу и крупную сумму дьявольских камней в качестве компенсации, независимо от того, добьемся мы успеха или нет, пообещала женщина. После короткой паузы для размышлений Хань Ли сказал: «Было бы упущением с моей стороны отказаться от такого искреннего предложения. Но я должен спросить, где находится эта шахта в пустыне Воя иллюзий и сколько времени потребуется, чтобы добраться туда? Если это займет слишком много времени, то, боюсь, я не смогу к вам присоединиться. Уверяю вас, брат Хань, дорога до шахты займет чуть больше месяца. Даже если мы немного задержимся в пути, 3 месяцев должно хватить, чтобы совершить обратный путь», — поспешно ответила женщина. «В таком случае я соглашусь. Когда мы отправляемся?» — сказал Хань Ли без дальнейших колебаний. Фиолетоволосая женщина, естественно, была в восторге, услышав это. «Спасибо, брат Хань. Один из 2 уважаемых даосов, которых я пригласила, уже прибыл, но другому потребуется около месяца, чтобы добраться сюда. Как только все будут здесь, мы сразу же отправимся». Хань Ли кивнул и ничего не ответил на это. После этого женщина с фиолетовыми волосами предложила Хань Ли снова переехать в семью Бай и предложила покрыть все его расходы на проживание в течение этого периода времени, но Хань Ли снова тактично отказал ей. Фиолетоволосая женщина больше не форсировала этот вопрос, и они начали обсуждать кое-какой опыт совершенствования и озарения. Хань Ли, естественно, не собирался отказываться, и сразу же завязался разговор. К своему удивлению, он вскоре обнаружил, что, несмотря на то, что эта мирянка Футянь была женщиной, у нее было много уникальных идей, когда дело доходило до техник очищения тела. У Хань Ли было много вопросов об истинных искусствах дьявольского происхождения, на которые она ответила. Это было то, с чем он очень редко сталкивался, когда обменивался идеями о совершенствовании с другими практикующими на стадии интеграции тела в царстве духов. Тем не менее, это имело смысл, учитывая, что его истинное искусство дьявольского происхождения пришло из царства старших дьяволов, поэтому неудивительно, что их методы улучшения тела имели сходство. Нельзя сказать, что он ничего не получил от общения с другими практиками стадии интеграции тела в прошлом, но с точки зрения улучшения тела они, естественно, не могли сравниться с дьявольским лордом. Таким образом, Хань Ли был полностью поглощен разговором, и они проговорили более половины дня. В это время женщина с фиолетовыми волосами также была очень удивлена, обнаружив, что знания и навыки Хань Ли в методах улучшения тела намного превосходят ее собственные, что указывало на то, что он определенно не был обычным дьявольским лордом. Тот факт, что ее новый союзник был таким могущественным, еще больше усилил ее восторг, и она стала еще более вежливой по отношению к Хань Ли. Когда день начал переходить в ночь, Хань Ли встал, чтобы попрощаться. Такого короткого времени, естественно, было недостаточно для того, чтобы 2 существа на стадии интеграции тела обменялись всем своим пониманием совершенствования, поэтому женщина с фиолетовыми волосами пригласила Хань Ли прийти и продолжить их обсуждение в течение следующих нескольких дней. Хань Ли на мгновение задумался, прежде чем с радостью согласиться. Только тогда женщина с фиолетовыми волосами призвала запряженную зверями повозку, чтобы отвезти Хань Ли обратно в павильон, в котором он остановился. После ухода Хань Ли женщина с фиолетовыми волосами снова села на стул, и ее улыбка слегка померкла. Она сделала глоток спиртового чая, а затем внезапно сказала: «Большой брат, как ты думаешь, что является базой совершенствования этого человека?»
С твоим заветным зеркалом Ин ты должен был видеть некоторые вещи, верно? Ты слишком высокого мнения обо мне, сестра. Этот человек действительно непостижим и гораздо сильнее, чем ты думаешь. Внезапно из одной из стен зала вспыхнул белый свет, который превратился в барьер белого света, после чего появился человек, держащий в руках черное ромбовидное зеркало. Как только мужчина появился, он сел на стул, на котором не так давно сидел Ханли. Это был дородный мужчина с копной кудрей и бледно-желтой кожей. На его лбу также был короткий белый рог, и он был даже больше, чем у фиолетово-волосой женщины. Между ними также было заметное сходство, так что они были явно родственниками. Сердце женщины с фиолетовыми волосами дрогнуло, когда она с недоумением спросила: «Ты не смог уточнить его базу совершенствования с помощью заветного зеркала Инь?» «Как ты знаешь, мое заветное зеркало Инь было очищено от ледяного духа неба и земли. Однако его эффект сильно ослабевает, когда используется на ком-то с экстремальным защитным сокровищем Инь-атрибута. Или на ком-то, кто культивирует мощную ледяную способность. Кроме того, этот человек, кажется, обладает огромным душевным чутьем. Он, скорее всего, заметил мое присутствие, но сделал вид, что не заметил меня», — с мрачным выражением лица сказал дородный мужчина. «Что? Он заметил тебя? Это довольно хлопотно. Я должна буду объяснить ему ситуацию в следующий раз, когда мы встретимся. Ты действительно ничего не обнаружил своим зеркалом?» — спросила женщина с фиолетовыми волосами, слегка нахмурив брови. «Хе-хе, не нужно ничего объяснять. Он сделал вид, что ничего не заметил, и ты можешь сделать то же самое. Но я не буду шпионить за ним в следующий раз, когда вы двое встретитесь. Так что нам не нужно прилагать слишком много усилий, чтобы попытаться подружиться с ним. Что касается того, обнаружил ли я что-нибудь, конечно, я нашел. Это заветное зеркало и не игрушка. Позволь мне показать тебе, что я нашел, усмехнулся здоровяк, указывая пальцем на зеркало, и оно тут же поднялось, зависнув в воздухе, как шар черного света. Затем дородный мужчина сложил ручную печать, указывая пальцем на шар черного света, и пропел заклинание, после чего внутри шара света начало постепенно появляться изображение. Глава 2059. Вход в пустыню воя иллюзий. Изображение показывало Ханли, сидящего в холле, и хотя звука не было, изображение было чрезвычайно ярким и реалистичным, как будто время только что повернулось вспять. Дородный мужчина призвал женщину с фиолетовыми волосами обратить внимание, а затем щелкнул пальцем по изображению, и в нем исчезло черного света. В следующее мгновение над телом Ханли внезапно появились слои света. Самый внешний слой был чернильно-черного цвета, за ним следовал слой пурпурно-золотого света, а самый внутренний слой был мутно-серого цвета. «Что это?» — заинтригованно спросила женщина с фиолетовыми волосами. «Хе-хе, вы впервые видите эту секретную технику обширного инь, верно? Это указывает на то, что уважаемый Даос Хань, похоже, использует некоторые особые искусства совершенствования. Самый внешний черный слой представляет собой чистейшую истинную дьявольскую ци нашего священного царства. Это вполне нормально, без этого слоя черного света я бы задумался, действительно ли он из нашего священного царства. Второй слой, который состоит из пурпурно-золотого света, показывает, что этот культиватор уже близок к достижению легендарной стадии пурпурно-золотого костного мозга. Кроме некоторых священных предков, я никогда не слышал ни о ком, кто смог бы достичь такого уровня, серьезно представил здоровенный мужчина. Выражение лица женщины с фиолетовыми волосами резко изменилось, когда она услышала это. Стадия пурпурно-золотого костного мозга. Его физическое тело действительно настолько мощное. Может ли быть так, что заветное зеркало Инь совершило ошибку? Скорее всего, нет. Воздействие заветного зеркала Инь на этого человека сильно затруднено, но это не приведет к такой серьезной ошибке. Вдобавок ко всему, он только близок к достижению этого уровня. В противном случае истинная дьявольская ци была бы полностью поглощена его телом и меридианами, так что даже не отразилась бы в зеркале, вздохнул здоровяк. Разве это не означает, что человек сможет сокрушить большинство дьявольских лордов одной своей физической силой? Кроме того, что это за слой серого света? Он также культивирует какие-то другие мощные способности? Спросила женщина с фиолетовыми волосами. Серый свет олицетворяет нечто такое, что не в состоянии установить даже заветное зеркало Инь. Но, по-видимому, это также и что-то совершенно экстраординарное. Это уже предел моих возможностей. Если бы я влил в зеркало еще больше магической силы, то я бы рискнул по-настоящему обидеть его, а это, конечно, того не стоит. Однако, раз уж он смог заметить меня даже в то время, когда я был в ограничении, он должен обладать еще и огромным душевным чутьем, проанализировал здоровяк. Фиолетоволосая женщина некоторое время молчала, прежде чем на ее лице появилась кривая улыбка.
Таким образом, он обладает невероятно мощным физическим телом, способностями, которые даже зеркало не может определить, и даже его духовное чутье настолько мощно. Похоже, в наш город ночных иллюзий пришел какой-то причудливый талант. Хорошо, что он, похоже, не собирался оставаться здесь надолго, и наша семья Бай была первой, кто подружился с ним. С его помощью у нас не должно возникнуть проблем с заботой об этом дьявольском звере. С этой точки зрения, это действительно хорошая новость для нас. Это человек, которого мы определенно не можем обидеть. Но и нет необходимости пытаться завербовать его в нашу семью. Такого, как он, наши мастера не смогут сдерживать. Просто будь осторожнее при общении с ним в будущем, серьезно сказал здоровяк. «Обязательно буду», — кивнула женщина. Тем временем Хань Ли сидел в запряженной зверем карете, осматривая белый хрустальный шар с намеком на улыбку на лице. Внезапно из его тела вырвался черный световой барьер, полностью окруживший его, после чего он указал пальцем на собственную глобеллу, подбрасывая хрустальный шар вперед. Черный свет вспыхнул из его глобеллы, и появился его третий демонический глаз, прежде чем выпустить золотой столб света, который с безошибочной точностью ударил по белому хрустальному шару. В следующее мгновение хрустальный шар начал мерцать золотым светом, прежде чем также высвободить золотой световой барьер. Сначала световой барьер был довольно размытым и нечетким, но вскоре показал дородную фигуру, держащую устаревшее ромбовидное зеркало. Это был никто иной, как крепкий мужчина из семьи Бай. Мужчина как раз накладывал заклинательную печать на устаревшее зеркало, и Хань Ли кратко оценил его с холодной улыбкой на лице, прежде чем третий демонический глаз на его глобелле внезапно исчез. Как и сказал этот дьявольский лорд семьи Бай, Хань Ли смог почти мгновенно ощутить его присутствие благодаря своему огромному духовному чутью. Он не проявлял никакой внешней реакции, но он также применил секретную технику наблюдения за человеком, и он с облегчением обнаружил, что этот человек был всего лишь дьявольским лордом средней стадии. С дьявольской ци от его истинное искусство дьявольского происхождения и бусины притворства дьявола никто в царстве старших дьяволов не смог бы увидеть сквозь его маскировку, кроме священных предков. Хрустальный шар вернулся к своему первоначальному полупрозрачному виду, и проекция здоровенного мужчины также исчезла. Все развеялось в мгновение Ика, как будто он вообще ничего не делал. После этого Хан Ли закрыл глаза и снова начал медитировать. В течение следующих нескольких дней Хань Ли каждый день посещала семью Бай, чтобы обменяться знаниями и опытом совершенствования с женщиной с фиолетовыми волосами. Помимо техник улучшения тела и обычных дьявольских искусств, они даже обсуждали некоторые секретные техники и малоизвестное искусство совершенствования, и оба извлекли огромную пользу из разговоров. За это время Хань Ли обыскал город и обнаружил, что ни один из его товарищей еще не прибыл. Он был первым, кто добрался до города ночных иллюзий. Это беспокоило его, и он не мог не задаться вопросом, не столкнулись ли другие с какими-нибудь проблемами по пути. Однако он не слишком беспокоился. В конце концов, все в его группе были очень могущественными даже среди существ на стадии интеграции тела. Даже если их прикрытие будет раскрыто, и они будут окружены несколькими дьявольскими лордами, они все равно смогут сбежать и обеспечить самосохранение. Тем не менее, вопрос, связанный с восьминогими дьявольскими ящерицами, был довольно проблематичным. Несмотря на то, что семья Бай пообещала ему одно животное, всем остальным придется добывать себе дьявольских ящериц разными способами. Однако все они были старыми монстрами, прожившими бесчисленное количество лет, поэтому Хань Ли был уверен, что они смогут позаботиться об этом сами. Оказав помощь семье Бай, он ждал, пока не прибудут все остальные. В его время две другие главные семьи города также узнали о прибытии Хань Ли, и все они направили ему приглашение. Хань Ли отклонил все эти приглашения в эвфемистической манере, но он присутствовал на церемонии поклонения предкам семьи Джао. Во время церемонии он встретил великого старейшину семьи Джао уровня дьявольского лорда, и они коротко поговорили. Великий старейшина семьи Джао был невысоким и худым пожилым человеком, и он явно испытал облегчение, услышав, что Хань Ли только проезжает через город и не задержится тут надолго. Хань Ли, естественно, понимал, почему пожилой мужчина проявляет такую реакцию, и, обменявшись еще несколькими любезностями, покинул семью Джао. После этого он также не посещал семью Бай, но через 10 дней к нему пришла женщина с фиолетовыми волосами. Она сообщила ему, что последний завербованный ею союзник наконец прибыл, и что она решила отправиться в пустыню Воя иллюзий, чтобы прогнать этого дьявольского зверя за 2 дня. Хань Ли, естественно, не возражал против этого, и женщина в пурпурном одеянии немедленно выразила восторженные слова благодарности, прежде чем уйти. В течение следующих 2 дней Хань Ли проводил все свое время, медитируя на верхнем этаже павильона, чтобы привести себя в наилучшее состояние. Он был уверен, что дьявольский зверь не сможет представлять для него большой угрозы, но не хотел совершить фатальную ошибку из-за минутной самоуспокойности. 2 дня спустя Хань Ли дал Джу Гуэр некоторые инструкции, прежде чем отправиться к городским воротам в повозке, запряженной зверем. Несколько часов спустя Хань Ли встретился с группой семьи Бай на холме за городом.
Помимо фиолетово-волосой женщины и крепкого мужчины, там было еще 2 дьявольских лорда, а также 6 дьявольских существ уровня пространственной закалки, одним из которых была Бай Юнсинь. Женщина с фиолетовыми волосами приветствовала Хань Ли с улыбкой, прежде чем представить его всем остальным. Только тогда Хань Ли узнал, что крепкого мужчину звали Бай Ситяо и что он был старшим братом женщины с фиолетовыми волосами. Что касается 2 других дьявольских лордов, один из них был пухлым толстяком, который представился как лорд Небесный Дракон Луань. Все его тело было покрыто складками дряблой кожи, а глаза были сплющены до пары узких щелочок, из-за чего он больше походил на жирную свинью, чем на дракона. Другого дьявольского лорда звали Хань Цзы, и он был мужчиной средних лет в зеленой призрачной маске. От всего его тела исходила белая ледяная ци, и даже простое приближение к нему поражало леденящим кровь ощущением. Бай Ситя был очень вежлив с Ханли, но толстяк просто обменялся с Ханли несколькими отчужденными любезностями, в то время как Хань Цзы вообще ничего не сказал, как будто его действительно вырезали из куска ледникового льда. Хань Ли просто ответил, когда к нему обратились, и больше ничего не сказал. Таким образом, вскоре после этого группа полетела к пустыне Воя иллюзий. Глава 2060. Золотисто-песчаный питон. Пролетев примерно 500 тысяч километров, они заметили, что вдалеке появилась черная полоса. Приблизившись, стало ясно, что это бескрайняя пустыня. И, естественно, это было не что иное, как пустыня Воя иллюзий. Хань Ли слегка сузил глаза, когда голубой свет вспыхнул в его зрачках, и он обнаружил, что это была серая пустыня, которая простиралась настолько далеко, насколько могли видеть глаза. Пустыня, если не считать нескольких невысоких кустарников, была совершенно лишена жизни и ничем не отличалась от обычной пустыни, если не считать своеобразного цвета. Небо над пустыней было довольно тусклым, к тому же его заволокло темно-желтыми облаками. Несмотря на то, что небо над пустыней и вне ее было разделено лишь тонкой линией, они казались 2 разными мирами. До пустыни оставалось около 10 километров, и в этот момент дородный мужчина повел всех на спуск. С этого момента наши техники передвижения могут дать сбой, поэтому нам придется продвигаться на восьминогих дьявольских ящерицах. В нашей семье Бай всего около 3 десятков восьминогих дьявольских ящериц, и все они чрезвычайно ценны. Мы взяли с собой 11 из них в эту поездку, и это уже слишком много. Пожалуйста, не забудьте присмотреть за ними во время этой поездки. И если мы столкнемся с какой-либо опасностью, немедленно заберите их в свои браслеты призрачных зверей, чтобы сохранить их в безопасности, сказал здоровяк, сложив кулак в приветственном жесте. Ха-ха, будьте уверены, брат Бай. Мы все знаем, насколько важны эти восьминогие дьявольские ящерицы для вашей семьи Бай. Однако, почему вы решили взять с собой этих младших в эту поездку? Если бы не они, то вам не пришлось бы вызывать столько восьминогих дьявольских ящериц, с любопытством спросил лорд Небесный Дракон Луань. У 6 из них есть комбинированная техника, которая делает их объединенные силы сопоставимыми с силами дьявольского лорда на ранней стадии, поэтому мы решили взять их с собой, с улыбкой объяснила женщина с фиолетовыми волосами. Понятно, прошу прощения за поспешные выводы, кивнул лорд Небесный Дракон Луань. Услышав это, в глазах Хань Цзы промелькнуло странное выражение, но он ничего не сказал в ответ. Что касается Хань Ли, то он просто улыбнулся и промолчал, но ему было интересно, сможет ли он захватить этих дьявольских ящериц во время этой поездки. Однако эта мысль пришла ему в голову лишь на мгновение, прежде чем она была оставлена. Он был очень уверен в своих силах, но все же было слишком рискованно столкнуться сразу с 4 дьявольскими лордами, о которых он ничего не знал. Вдобавок ко всему, заговор против семьи Бай мог предупредить другие основные семьи города ночных иллюзий о том, что он сделал, и это могло привлечь могущественных врагов, возможно, даже священных предков. Таким образом, это просто не стоило бы риска. В этот момент женщина с фиолетовыми волосами дернула запястьем, и лазурный браслет вылетел вперед, прежде чем испустить вспышку пятицветного света, выпустив 11 гигантских дьявольских зверей, которые были около 50 футов в длину и примерно 20 футов в высоту. На первый взгляд они напоминали массивных ящериц, но их тело были сплошь покрыты черной чешуей, а у каждой из них было по 8 одинаковых толстых ног. Вдобавок ко всему, на спинах этих дьявольских зверей блестели серебряные седла, так что они явно были уже приручены. Так это и есть восьминогие дьявольские ящерицы. Каждая из них выпускает только ауру стадии формирования ядра, и, похоже, в них нет ничего особенного, подумал Хань Ли, глядя на этих дьявольских ящериц. Крепкий мужчина дал всем по одной дьявольской ящерице и значок управления зверем. И Хань Ли немедленно уселся на свою дьявольскую ящерицу и сразу же посмотрел на нее сверху вниз. На серебряном седле были начертаны несколько простых дьявольских рун, и сидеть на нем было очень удобно. Хань Ли махнул своим значком управления зверем в сторону дьявольской ящерицы, и полоса серебряного света вырвалась вперед, прежде чем исчезнуть в теле ящерицы во вспышке.
Дьявольская ящерица издала низкий рык, прежде чем немедленно поскакать вперед, и хотя она была не очень быстрой, ее 8 ног обеспечивали очень плавную езду. Дородный мужчина и все остальные уже ушли вперед, и шеренга из 11 дьявольских ящериц начала продвижение в сторону пустыни. Расстояние менее 10 километров было пройдено за короткое время, и как только дьявольские ящерицы вошли в пустыню, песок посыпался на всех со всех сторон. Внезапно серебристый свет вспыхнул от сидел на спинах дьявольских ящериц, создав белый световой барьер, который сдерживал весь ветер и песок. Однако Хань Ли не обратил на это никакого внимания. Что привлекло его внимание, так это то, что, как только они вошли в пустыню, восьминогие дьявольские ящерицы вдруг ускорились в несколько раз, и они стали даже быстрее, чем скачущие на скаку жеребцы. В то же время от их тел исходил своеобразный тип энергетических колебаний, что позволяло им медленно поглощать палящую энергию пустыни. Внезапно Хань Ли был поражен взрывом неописуемой силы. Как только он вошел в пустыню, что-то неведомое обрушилось на него и ограничило его магическую силу на целых 90%. Вдобавок ко всему, как дьявольская ци, так и духовная ци были чрезвычайно слабы из-за определенного типа хаотической силы неба и земли, которая отвергала оба типа энергии. Пустыня Воя иллюзий определенно соответствовала своему статусу одной из запретных зон царства старших дьяволов. Хань Ли был очень удивлен этой серией изменений, но все остальные никак не отреагировали, явно уже привыкнув ко всему этому. Примерно через полмесяца группа Хань Ли оказалась в окружении гнезда зеленых скорпионов длиной в фут на вершине массивной песчаной дюны. Скорпионы издавали резкие шипящие звуки, а полосы темно-зеленого ядовитого света вылетали из их клешней на Хань Ли и остальных со всех сторон. Однако Хань Ли и другие существа на стадии интеграции тела просто сидели и смотрели, как Бай Юньсинь и существа на стадии пространственной закалки сражались со скорпионами своими дьявольскими сокровищами. Несмотря на то, что большая часть их магической силы была запечатана, эти дьявольские ящерицы все еще не были достаточно сильны, чтобы представлять угрозу для Бай Юньсинь и других. Всплески дьявольской ци вздымались и взрывались, и бесчисленные дьявольские скорпионы обратились в пыль, прежде чем они смогли приблизиться к группе Хань Ли. Несколько дней спустя восьминовая дьявольская ящерица, шедшая впереди, внезапно остановилась и издала низкий рык. Дородный мужчина, ехавший верхом на ней, поднял руку, нахмурив брови, чтобы атаковать пустой участок песка в нескольких сотнях футов от него. Раздался сокрушительный грохот, когда песок взорвался вверх, образовав гигантский кратер диаметром около сотни футов. В следующее мгновение из песка вырвался гигантский желтый питон длиной от 500 до 600 футов, прежде чем броситься на здоровенного мужчину. Бай Юньсинь и другие были очень встревожены, увидев это, в то время как здоровенный мужчина слегка нахмурился, когда он пробормотал себе под нос. «Я не думал, что мы встретим тут золотисто-песчаного питона. Он весьма силен и очень опасен. Наши младшие не смогут справиться с таким противником. Похоже, мне придется потратить немного магической силы, чтобы позаботиться об этом самому». Как только его голос оборвался, он перевернул руку, чтобы достать черный браслет, и бросил его в сторону приближающегося гигантского питона. Браслет увеличился в размерах до нескольких десятков футов во вспышке света, а затем растворился в воздухе. Сразу после этого дородный мужчина указал пальцем на гигантского питона, и вокруг шеи питона вспыхнул черный свет, после чего снова появился гигантский браслет, прежде чем сжаться с безжалостной силой. Гигантский питон немедленно издал мучительный крик, прежде чем рухнуть с неба, а затем яростно корчился на песке в невыносимой агонии. Увидев это, здоровяк холодно усмехнулся, прежде чем сложить ручную печать, и гигантский браслет внезапно уменьшился до размера человеческой руки. Гейзер черной крови извергся в воздух на несколько десятков футов, и гигантский питон был обезглавлен и упал замертво на песок. Однако на этом здоровяк не остановился. Он тут же открыл рот, чтобы выпустить шар багрового дьявольского пламени, который ударил в труп питона и быстро испепелил его в пыль. Душа гигантского питона попыталась сбежать во время процесса, но она также была сметена и испепелена дьявольским пламенем. Этот золотисто-песчаный питон, похоже, находился на поздней стадии пространственной закалки. «Очень впечатляет, что ты смог убить его так быстро, брат Бай», — с улыбкой сказал Хань Ли, подходя к здоровенному мужчине. «Ты слишком добр, брат Хань. С дьявольским зверем такого калибра Бай Юньсинь и остальным будет довольно сложно иметь дело. Но, естественно, он не представляет угрозы для таких, как мы. Хотя если бы я столкнулся с 3 дьявольскими бичами пустыни Воя иллюзий, мне придется бежать, спасая свою жизнь», — с кривой улыбкой ответил дородный мужчина. 3 дьявольских бича. Хань Ли был довольно заинтригован, услышав это. «Разве ты не слышал о них, уважаемый Даос?» Дородный мужчина был несколько ошеломлен. «Я слышал о них, но не знаю точных подробностей о них. Они должны быть довольно могущественными, раз ты так настороженно относишься к ним», — ответил Хань Ли, спокойно поглаживая свой подбородок.